Всем привет! У нас очередной заказ. Это вот такие вот клещи, можно так сказать. Это машина контактной сварки. А, Они, эти клещи, то есть машина контактной сварки универсальная. Клещи могут сниматься с станины и могут использоваться как сварки с рук, как ручные клещи. Вот здесь у них отворачивается по два самореза с каждой стороны, с двух сторон. И снимаются. Вот снимается вот эта тяга и может вариться. Используется как клещи ручные, контактные. Вот. Заказчик у нас это Рустам, город Челябинск, поедет этот аппарат. Заказчик Рустам, он будет работать и варить на этом аппарате дымоходы, вот, вентиляционные системы, водостоки. Вот. Машина контактной сварки 4200 ампер мощность, вот, 5 вольт, потребление 220 вольт, 65 ампер, 15 киловатт. Вот это в максимуме. Вылет клещей 65 сантиметров, 650 миллиметров по-другому. Высота нижнего электрода у нас составляет 70 миллиметров. Для того, чтобы можно было трубу минимальную на 90, да, одеть и проварить. Так. Имеется здесь у нас педаль с кнопочкой, с концевиком. При нажатии на педаль происходит сварка. То есть нажимаем, дожимаем педаль и срабатывает сварка. Так, что у нас по характеристикам? Вес аппарата вместе со станиной 30 килограмм. Сами клещи ручные снимаются с станины и весит сам аппарат примерно 20 килограмм. Вот. Что находится у нас на передней панели? Это у нас электронный термометр, который показывает температуру трансформатора первичной обмотки и температуру показывает контроллера. То есть на контроллере стоит семистр, управляющий сварочным аппаратом. Вот, и на семистре стоит радиатор алюминиевый на термопасте, и вот на нем стоит датчик. Вот. То есть, опять же, этот радиатор на семистре, он охлаждается своим кулером. То есть у него стоит дополнительный кулер еще на охлаждение. Вот. И здесь показывает два показания. То есть первое показание — это температура верхняя. Показание будет температура трансформатора, и нижнее — это показание температуры семистра, вот, контроллера нашего. Вот, не превышайте 70 градусов. Стоит здесь защита, как на трансформаторе, так и на семистре. На контроллере защита стоит на 70 градусов. Не превышайте 70 градусов. Как вы видите, подходит к 50-60. Лучше остановиться, и пускай он остывает. Вот, здесь стоит два кулера сзади, на задней поверхности аппарата. Вот, на задней крышке стоят два кулера. Они работают постоянно, вот, и охлаждают наши трансформаторы. Как только мы включаем сеть, они сразу заработают. Вот, и не отключаются, даже если сработает защита. Сработает защита, если вдруг вы проследили, отключится контроллер, и нельзя будет работать им. Вот, а кулеры так и будут постоянно охлаждать трансформаторы, пока не остынут. Градусов на 15 они остынут, и включится наш аппарат опять. Можно будет работать. Так, вентиляционные решетки находятся по бокам и спереди. Спереди они тоже немного обдувают наши вылеты, и попадает немного воздуха на наши электроды медные, тоже немного остывают. Вот. Так, что здесь у нас? Кнопочка на передней панели находится автоматический режим верхний, и второй режим — это ручной. То есть в ручном режиме сколько мы держим на педаль, столько же времени и будет варить. Например, нам нужно толстые металлы проварить между собой. Вот, и какие-нибудь по 4 миллиметра, да, и нужно будет подержать секунды 4, чтобы приварились. Поэтому нужно будет использовать ручной режим. Вот. В автоматическом режиме переводим, и уже можно будет использовать контроллер, выставленные показания.
То есть варить можно по времени и по току выставленному. Вот. На ручном режиме эти показатели они не работают. То есть контроллер отключается и работает на 100% мощности. Вот. Нейтральное положение — это середина. Так, также здесь на передней панели у нас находится контроллер. Здесь показывает у нас время и мощность. Вот, лампочки индикаторные и рукоятки, которые регулируют время и мощность. Так, что у нас тут? Педаль, она у нас регулируемая. Регулируется она талрепом. Вот таким вот образом. И педаль либо опускается, либо поднимается. Вот. Так, станина у нас сзади находится на колесиках, на опорных колесиках. Можно приподнять за вылет, взять за вылет, приподнять, и куда нужно будет вам по цеху их передвинуть. Вот. А на передних вылетых ножек находятся опоры винтовые, то есть они регулируются по уровню. Вот. Если не нужно будет вам эти винтовые опоры или откатные опоры, вы их можете снять и установить к своему полу на крепеж. То есть крепеж весь в комплекте идет. Это либо анкера к бетонному полу, либо сантехнический шуруп к деревянному полу можете прикрепить. В комплекте все это идет. Так, на задней поверхности также у нас имеется переходник, то есть разъем для педали. Вот таким вот образом выглядит. Вот. И автомат включения. Вот, в принципе, все. На верхней крышке у нас находится рукоятка для сжатия наших клещей. Вот. И под большой палец кнопочка для срабатывания сварки. Вот. Также у нас здесь есть ручка для удобства переноски, либо для удобства сварки с рук. Так. Что у нас по поводу подключения? По поводу подключения нужно будет использовать провод трехжильный сечением 6 квадратных миллиметров, не менее 6 квадратов. Вот. Подвести его нужно будет к этому аппарату от счетчика. Вот, и подключить к автоматам. Автоматы тоже в коробке идут в комплекте. Подключать желательно тоже фаза 0. Все правильно. То есть заземление, если у вас нет, тоже проведите, так как корпус заземлен. Вот. И обязательно использовать заземление. Вот здесь у нас идет в комплекте также вилка для подключения к обычной сети розетки 220 вольт. Вот мы видим здесь провод 6 квадратов и 2,5 квадрата. То есть они отличаются визуально. Вот, насколько они больше. То есть такой адаптер для розетки. Вот, если вдруг вам нужно будет его использовать от обычной сети розетки на 2,5 квадрата сечением провод, также можно, но кратковременно поработать можно. Вот, но желательно вообще подключать аппарат от запитаться 6-квадратным кабелем. Вот, трехжильным обязательно. Вот, и точно так же здесь вот в розетке у нас указано на вилке L это фаза, N это 0, L это линия, как по-другому это фаза. Вот, и на розетке тоже также найти, написать L и N и втыкать точно так же. Желательно не перепутать. В принципе, если перепутаете, страшного не будет, но лучше не путать и подключать правильно. Вот, и эти провода тоже подключать правильно к автоматам. Синий это 0, красный это фаза и желтый это земля. Вот, автоматы в комплекте тоже идут. И подключать все нужно будет правильно. Так, сейчас мы его включим и проверим. Так, по комплектации у нас, как я и говорил, идет бокс с автоматами. Подключать это 0 и фазу. И внутри еще лежит разъем под
нулевой провод. Ой, под заземление. Ошибся. Так, идет в комплекте бокс с автоматами. Это у нас кнопочка педаль проводная. Если вдруг вы будете работать с рук, вот, и нажимать неудобно будет на педаль, можно будет его положить на пол, педальку, и работать, вот, нажимая ногой, например. Либо кто-то другой возьмет в руку и будет нажимать, пока вы держите сам аппарат. Это если в неудобных каких-то местах можно ее использовать. Ранее я не ложил в комплект, теперь делаю ее. Вот, в комплекте также идут очки от Искр. Вот, перчатки, двойной прорезиненный. Так, и небольшой такой сюрприз. Будете когда распаковывать, пробовать. Наждачная бумага для зачистки медных электродов. Вот, достаточно положить между электродами, зажать электроды и вытащить бумагу, и она с обоих сторон зачистит у вас электроды одновременно. Так, и идут крепеж, анкера и шурупы сантехнические. Это к полу. Плюс наша визиточка. Так, по комплектации понятно. Сейчас мы поставим камеру на штатив и попробуем приварить уже. Я тут приготовил оцинкованные пластины. Вот такие они. Для крепежа пластиковых окон. Они идут миллиметр с небольшим. Вот. Я мерил их штангелем. Ну, здесь больше миллиметра. Вот. Сейчас будем их пробовать приваривать. Так, для включения мы переводим автомат в положение включено. Сразу заработали у нас кулеры охлаждения. Включился у нас термометр электронный. Он показывает у нас температуру, два показания, как я уже говорил, трансформатора и контроллера. И показывает еще вольтаж. Это 1,7 вольт, на него внимания не обращайте. Это показывает вольтаж блока питания, который питает наш термометр. Вот. Китайцы почему-то так сделали. Вот, температура 26,7 градусов показывает. Вот, здесь у нас включился на контроллере табло. Это 50, это периодов, это секунды. То есть 50 периодов это 1 секунда соответствует. 25 периодов это полсекунды. То есть вот так вот считать. 1 период это 20 миллисекунд. Вот, запомните. Верхняя ручка это регулирует мощность в процентах. От 30% до 99%. Вот, в принципе, все. Лампочки индикаторные это питание, состояние. Вот, педаль, они горят. Педаль, когда нажимаешь, она тухнет в это время. Вот, а сварка, она загорается, когда нажимаем на педаль. Вот, в принципе, и все. Так. Так, для начала мы выставим на контроллере мощность, мы тоже убавим. И время обязательно тоже убавим. Здесь секунды нам будет много для миллиметрового металла. Мы убавим на, давайте поставим на 15, наверное, периодов. Это меньше полсекунды. Поставим на 15 периодов и поставим на 80%, наверное, попробуем. Вот, так как слишком будет мощность большая для миллиметрового металла оцинкованного, поэтому будем варить на таких показаниях. Так, обязательно, чтобы металл был, если ржавый, зачищен. Если вдруг на них какие-то окислы или еще что-то, цинк бывает старый, лежал очень долго, например, он окисляется, и на нем появляется оксидная пленка такая, и она через нее ток не проходит. Тоже может быть непривар, то есть даже ток не пройти. Нужно обязательно зачищать будет. Вот. Если свежая оцинковка, то варится в лед. Так, что еще? Обязательно, чтобы прилегание было между свариваемыми металлами ровное. Если будет неровное прилегание, металл, если, например, твердый, жесткий, там полторашка, например, да, и он гнутый весь, и прилегания не будет друг к другу, то привара опять же не будет. Нужно обязательно в этой точке, где приваривается, нужно сделать прилегание плотное. Вот, нужно выровнять металлы. Так, сейчас будем пробовать приваривать
я на этих уже варил, выправлял молотком, поэтому не знаю, как получится. Потому что, когда отрываешь, они гнутся, потом приходится их выправлять. Так, нажимаем. У нас электроды прижимаются. Прижимают деталь. То есть я дожимаю педаль до пола и происходит сварка. Да, еще не забываем перевести на автоматический режим клавишу. Так, нажимаем, держим, педаль не отпускаем, и сварка будет происходить 15 периодов, это меньше полсекунды. То есть мы, даже не отпуская педаль, по заданному времени отработает аппарат и отключится. Вот. То есть произошел выплеск ванны расплавленный. Значит, это обозначает то, что либо время надо будет убавлять, либо мощность. Потому что здесь получается у нас выплеснулась расплавленная ванна металла и образовался такой небольшой кратер. Вот. Такой небольшой кратер образовался, там углубленица. Вот это означает то, что нужно немного подубавить. Вот, и сейчас мы попробуем еще убавить. Наверное, подубавим мощность немного. Сделаем 75%. Так, еще раз ставим наши заготовки и вторую точку. Вот, то есть мы видим то, что выстрела уже не было. Аппарат отработал заданное время и выключился. Точка уже более выглядит лучше. Опаленности уже вокруг нету. И углубление, кратер минимальный уже. То есть можно будет добиваться идеальных вариантов при пробовании, играясь вот этим контроллером, временем и мощностью. Вот так вот у нас выглядят точки. Так. Оторвать мне их не получится. Тем более руками. Это надо в тиски зажимать и отрывать, потому что металл больше миллиметра толщиной. Короче, он не оторвется. Щелкает это, вот эти вот из пазов выходит, потому что я их забил туда молотком в пазы. Вот она щелкает, ее слышно. Вот. А так не отрывается металл вообще. Точки. Это вот это сейчас щелкает. Так. Как мне ее? Нет, не отрывается она. То есть запас мощности у аппарата очень приличный. Как мы видим, он работает на 15 периодах. Вот. Здесь у нас контроллер до 50 периодов. Это 1 секунда. Вот. То есть запас мощности здесь очень приличный. Вот. Очень так приятно работать с таким аппаратом, который будет меньше перегреваться. И можно будет с ним уже дольше работать. Так, сейчас мы снимем камеру со штатива. Посмотрим поближе. Так, что у нас по температуре? Температура у нас на 1 градус выросла. На трансформаторе 28 стало, было 27. Вот, и контроллер тоже немножко подогрелся. Совершенно прям очень мало. В принципе, поставили всего 2 точки. Вот. Так что работать аппаратом можно. Если вдруг он будет электроды перегреваться при длительной работе, их можно будет поливать над ведром из стакана. То есть ведро подставили под электроды и стаканчиком полить. А вот в этот можно стакан просто вот так с водой вставлять, стаканчик. Вот в принципе и все. Работать с аппаратом, у него период работы такой 10 минут. В этот период входит это 4 минуты работы и 6 минут отдых. Это если, например, какими-то тонкими металлами. Можно
работать и 5 минут на 5 минут, да, 5 минут работы, 5 минут отдых. Если толстый металл уже используете там 2-3 миллиметра, 3 плюс 3, там, то уже работать меньше. То есть 3 минуты работы, 7 минут отдых. То есть нужно опять давать ему отдохнуть больше. Вот. Такой у них период работы у этого сварочного аппарата. Охлаждение идет здесь принудительное, постоянное. Вот. И следите за показаниями на термометре обязательно. Вот, в принципе, все. Продемонстрировал его работу. Кнопочка также здесь у нас работает. Сейчас мы на нее будем нажимать. И будет происходить, ну, то есть можно услышать гул трансформатора. Вот, слышно, как работает гул. Трансформатор зарабатывает. Вот, то есть кнопочка тоже рабочая. Вот такие вот аппараты производим на заказ. Делаем любые мощности, то есть от 1400, потом 1000, 2800, 4200. Можем сделать и мощнее, но это уже нужно будет, он и аппарат будет больше, уже будет не съемные клещи, а стационарный, потому что он уже будет тяжелый совершенно. И корпус будет больше, так как там будет стоять уже твердотельное реле. Здесь управляет контроллер, он легенький. Вот, твердотельное реле оно больше. И опять же корпус будет опять увеличиваться в размерах немного. Вот. Переводим в нейтральное положение. В нейтральном положении кнопка, вот, сварка уже не работает. То есть нажимаем на педаль, сварка не работает. Вот. Также делаем контактные сварки в стык, если кому-то нужно. Сделаем любые сварочные аппараты. Также делаем для литионных аккумуляторов, сварочный аппарат для сварки скруток проводов медных или алюминиевых. Это аппарат для электриков, те, которые понимают толк в монтаже в правильном, в качественном электропроводке. Вот, берут у нас такие аппараты сварочные. Вот так, что еще? Мы делаем на заказ выжигатели эксклюзивные. Переходите на наш канал, можете посмотреть. Это резаки нехромовой проволокой, выжигатели молний, духовые выжигатели горячим воздухом раскаленным. Вот и так далее. То, что нельзя купить где-то в магазине. Все аппараты у нас эксклюзивные, делаются ручной работы. Вот. Можно сказать, штучные. Так, также делаем дымогенераторы для копчения. Делаем к этим дымогенераторам нагнетатели дыма разнообразные. Вот. Делаем пассиваторы, регруверы. Вот. И парализаторы для забоя свиней. Вот, тоже так же. Переходите на наш канал, подписывайтесь на YouTube. Да, если YouTube заблокирует, такие предпосылочки есть у нас в России. Подписывайтесь на мой резервный канал, это Яндекс.Дзен обязательно. Вот, Рутюб и Телеграм-канал. ВКонтакте у нас официальная наша группа, которая мы постоянно все это дело туда, все наши заказы, видео снимаем, тоже скидываем в ленту новостей. Вот, можете также перейти, посмотреть, подписаться. Все ссылочки будут в описании под видео. Если вдруг вы не можете нас найти по подписке, можете набрать в поисковике Маклет Плюс. Это будем мы. Подписывайтесь на все наши соцсети. Также мы производим клетки на заказ, тоже эксклюзивные, авторские. Клетки на заказ для домашних животных и птиц. Вот, декоративных, естественно. Вот, и у нас есть отдельный канал, также ссылочка будет в описании под видео на YouTube. Вот, и отдельная группа ВКонтакте. Также переходите, подписывайтесь. На Маклет у нас клетки отдельно, то есть название Маклет без плюса. Вот, также переходите, подписывайтесь. Можете набрать также на поисковике Маклет и подписаться на нас. Вот, телефон для заказов я также прикреплю здесь на видео, потому что многие могут не найти, в описании зайти не знают как или еще что-то. Прикреплю номер телефона здесь и звоните,
кому нужно будет заказать что-то, то, что я перечислил. Вот. WhatsApp, Viber, вот, можете писать туда по этому номеру, либо звоните. Вот, в принципе, все. Подписывайтесь на нас, ставим лайк, не забываем этому видео, если понравился аппарат. Вот, пишите комментарий, нравится вам этот аппарат, или вы, может быть, где-то что-то там можете предложить, что еще можно его добавить в этот аппарат, да? Вот, нравится он вам или нет, можете написать. Хотели бы себе такой аппарат, 4200 ампер, вот, вылет 65 сантиметров. Вылет можем сделать любой, какой пожелаете. Вот. Все, до новых встреч, всем пока.